Всем привет! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. Показ коллекции весна-лето 2023 под маркой Валентина стал ярким завершающим событием недели моды в Милане. Бренд представил на суд зрителей уникальный новаторский гардероб, где в гармоничном союзе объединились максимализм и минимализм. В просторном помещении, стены которого окрашены в темный тон, на длинных рядах сидений расположились зрители. Многие гости прибыли на презентацию в монохромных нарядах цвета фуксии. Ведь именно розовый стал основным мотивом предыдущей коллекции. А вот здесь собравшуюся в ожидании шоу публику подстерегал сюрприз. Ведущий дизайнер и креативный директор компании Пьер Паоло Пиччоли в совместной линейке женских и мужских модных образов вдруг отдает предпочтение коричневым, черным, бежевым краскам, утверждая при этом, что специально подбирал наряды к оттенкам кожи. Еще одна неожиданность – всепоглощающая логомания, которой кутюрье шокирует буквально с первой, нет, даже не минуты, а секунды просмотра, когда на подиум выходит модель в платье-кейпе, усыпанном литерой «В». Знаковый узор покрывает абсолютно все. Причем не только непосредственно сам модный ансамбль, включая аксессуары, сумку, обувь, длинные перчатки, колготки, но даже лицо. Такой поворот звездная публика точно не ожидала. Особенно те, кто явился на презентацию в розовом. На первый взгляд, вам может показаться, друзья, что в коллекции не хватает ярких цветов, без которых, я уверена, многие не мыслят свой гардероб на весенне-летний сезон. Но немного терпения, и вы увидите на фэшн-сцене сочные краски. От желтого неона, пылающего красного, синего электрик до сочного травянистого, изумрудно-зеленого, ароматного оттенка сирени. Впрочем, финальным блоком модного ряда стала целая серия образов в черном. По задумке дизайнера, именно этот драматический тон лучше всего концентрирует наше внимание на силуэте, давая возможность уловить общий объем, пропорции. Но особенно черный хорош в прозрачных, в том числе кружевных нарядах. И здесь дизайнеров не поспоришь. Из самых трендовых на весну версий рекомендую при просмотре коллекции обратить внимание на тонкие топы телесного цвета, идеально сидящие по фигуре, словно вторая кожа. Кстати, подобную универсальную вещь можно добавить в свой гардероб прямо сейчас, не дожидаясь разгара сезона. Такой верх наверняка станет незаменимой базой и отлично впишется в десятки разных образов. Хотя Пиччоли предлагает в новой линейке не так уж и много вариантов. К примеру, телесный топ дизайнер сочетает с простой белой рубашкой, иногда кокетливо открывая плечи. Но самая главная стильная комбинация – с нарядной юбкой или с брюками, сплошь покрытыми гламурными перьями, сверкающей вышивкой, стразами или пайетками. Что-то похожее мы с вами, друзья, наблюдали в тенденциях на холодный сезон, где одним из популярных модных дуэтов стал союз простого вязаного свитера, базового джемпера и роскошной юбки. Высокую оценку от поклонников бренда получили летящие платья с плессировкой, а точнее даже с гофре. Вся прелесть здесь в том, что мелкие складки расположились по косой. По технике исполнения это считается сложной задачей, но оно того стоит. Эффект потрясающий. Модная обувь – отдельная тема. В новом сезоне, судя по представленным на показе моделям, основную ставку бренд делает на высокие каблуки. Будь то остроносые туфли-лодочки, часто повторяющие цвет, декор наряда, или варианты на платформе в носочной части, изготовленные из пластика, напоминающие тонкое прозрачное стекло. Последние смело могут похвастаться своей универсальностью. Ведь при выборе этой, так сказать, голой обуви вам не придется беспокоиться о сочетании оттенков в стильном ансамбле. Правда, шагать непринужденно на высоченных каблуках для многих окажется задачей далеко не из легких, что можно было заметить и на подиуме. В финале шоу дизайнер вышел вместе со всем коллективом моделей на многолюдную улицу, чтобы все, кто очень желал посмотреть коллекцию, но кому так и не удалось попасть внутрь помещения, все же смогли увидеть восхитительные модные образы. Оторопевшая от такой неожиданности публика была в восторге. И еще один факт, о котором здесь стоит сказать. Для нынешнего дефиле Пьер Паоло Пиччоли пригласил менее известных моделей. Многие из них ранее никогда не участвовали в показе Валентина.
Так, дизайнер хотел, чтобы в первую очередь поклонники бренда все же оценивали созданные им вещи, а не статус звезд подиума. На мой взгляд, коллекция получилась интересной, разноплановой и, несмотря на небольшое количество сочных оттенков в палитре, очень яркой, характерной. Я уверена, здесь для вас обязательно найдется что-то свое, близкое душе и сердцу. Жду ваше мнение, друзья, в комментариях. Спасибо всем за поддержку, за ваши лайки и подписку на мой канал. Приятного просмотра, совершенства и красоты, мирного синего неба и по-весеннему теплого, светлого, солнечного настроения!